Привет, друзья! Как я давно не выходила в эфир, совсем потерялась на YouTube-канале. У меня совершенно немножко подписчиков, но мне хочется растить этот канал, но почему-то я всегда вылетаю. Хотя периодически снимаю какие-то видео, пытаюсь их собрать во что-то внятное, но не всегда получается. Надеюсь, когда-нибудь это выйдет хорошо и приобретет какую-то регулярность. Вообще, что хочу записать? Уже какое-то время назад, месяц, по-моему, уже прошел, у нас случилось внезапное путешествие в город Тбилиси, в Грузию. Мы хотели давно-давно посетить эту страну, этот город. В прошлой зимой у нас не сложилось, хотя мы купили билеты, в общем, по причинам моего плохого самочувствия мы не полетели. Вот, и так вышло, что у нас внезапно нарисовался отпуск, и мы решили повторить и попробовать. Вот. В принципе, я начала снимать с большим задором. В общем-то, планировала сделать хороший влог о Грузии, но, как говорится, начала с задором, а закончила немножко с унынием, потому что я очень сильно разболелась, и, похоже, это был ковид. Но все равно что-то удалось снять. Может быть, не так детально, как этого хотелось бы, не с таким погружением в культуру и кулинарию тоже, но что-то есть. При этом видео, наверное, будет достаточно молчаливым, поэтому я решила сделать такое предисловие. В Грузии мы были 8 дней полных. Практически все время мы провели в Тбилиси. Хотелось узнать детальнее этот город. И что могу сказать, нам очень понравилось. Нам понравился вайб этого города, нам понравилась очень культура, нам понравились люди, нам понравилась, конечно же, кухня. Нам понравилось, что в городе очень зелено. В общем-то, город находится у подножья гор. И вокруг города расположены очень большие красивые парки. Очень зелено. Но так вышло, что мы прям попали в самую жару, и, конечно, немножко было тяжеловато, но в любом случае это было красивое путешествие. И один раз нам удалось, хотя я была в больном состоянии с температурой, мы поехали в горы, Казбеги, Кутаиси, Гудаури. В общем, посмотрели мы регионы грузинские за один день. Галопом по Европам, но все-таки мы теперь имеем представление, что это такое, и какая потрясающая мощь в этих горах, и какая сила у этого народа, откуда течет, в общем-то, исток этой страны, с гор. И я после начала интересоваться культурой этой страны и понимаю, насколько глубоко корнями она уходит много-много-много веков назад, и какая огромная интересная история у них была. И откуда взялся Тбилиси, и всю эту историю я перечитала, и, конечно, сказала: вау. Действительно, в этих людях, я думаю, что врожденное чувство интеллигентности и благородства. Так я это почувствовала, так я это увидела, особенно в женщинах. Много стати в них, гордости, благородства, интеллигентности какой-то. Они очень... Вообще грузины очень красивый народ, как мы заметили. Они очень тепло встречают гостей в своей стране. В общем-то, у меня не было каких-то вообще негативных каких-то откликов в сторону этой страны. В основном только плюсы. В плане, наверное, только то, что достаточно дорого сейчас там, но это, я думаю, что повсеместно по всему миру мы это видим, такую тенденцию. Поэтому я осталась очень довольна, и мне очень хочется вернуться туда еще раз, может быть, с дочкой, может быть, все вместе опять, потому что мы не все успели посмотреть, и у нас в планах кое-какие еще достопримечательности вокруг Тбилиси. Мы хотели посмотреть город Мцхет, это первая основная столица Грузии, но не успели. И мы не посмотрели Кахетию, винный регион, поэтому у нас есть еще такие непоставленные галочки, крыжики, которые нам нужно сделать. И, в принципе, Стамбул так рядом находится с Грузией, 1,5 часа на самолете, что не составит никакого труда повторить это путешествие.
Вот, поэтому я хочу пожелать вам приятного просмотра. Видео будет небольшим, наверное, 10-15 минутным, скорее всего. Но маленькие отрывочки из этой поездки я вложу и передам свои эмоции с этим. Ну и постараюсь почаще выкладывать видео. Также отдам должок за прошлые месяца. У меня накопилось много моментов еще с весны, поэтому попробую восстановить это и попробую все-таки начать с новым задором снимать что-то новое. Никак не научусь я снимать сама себя на видео, на кухне, со штативом. И для меня всегда начинать что-то новое, то, что я не умею, очень сложно. У меня такая натура, такой характер. Я даже помню, когда была маленькая в школе, мне всегда было тяжело писать сочинения по литературе, по русскому языку. Нам давали тему, и для меня просто было невыносимо начать. И мне всегда помогала мама, она мне начинала писать сочинения, и я продолжала, и все складывалось хорошо и чудесно. Поэтому есть у меня вот такой пунктик, и как-то я пытаюсь его проанализировать и понять, почему так, как мне с этим работать, как мне с этим жить, как мне начинать. И я не могу сказать, что я боюсь провала или что-то у меня не получится. Нет, дело не в страхе, мне кажется. Может быть, он глубинный какой-то, я его не осознаю. Ну, как будто бы просто, как будто я не могу просто сделать шаг вперед. А в чем причина, я не могу осознать. Вот, немножко углубились в философию, поэтому приятного просмотра с чудесной, теплой, вкусной, солнечной, яркой, очень манящей Грузии. Ну что, первый день. Полет нормальный. Мы проснулись, выспались. Вот, находимся в наших апартаментах в Грузии, в городе Тбилиси, в самом центре старого города, но практически в деревне. Мы готовы к выходу. Идем на поиски пропитания, а точнее завтраков. Будем закупать провизию домой, чтобы готовить дома, и будем изучать город. Все, отличного дня. Мы побежали.
dirty apartments. They treat you like a
Whisper words and wisdom, let it be.